часто встаем перед выбором, когда принятое решение определяет нашу дальнейшую судьбу. У каждого свой жизненный путь, порой трудный и поучительный, порой беззаботный и увлекательный. Работа, хобби, семья – необычные случаи из жизни. В нашей новой программе герои поделятся рассказами о дороге навстречу своему будущему, своей судьбе. Героем нашей программы сегодня стал бывший снеженец, ныне житель Севастополя. В его биографии десятки интересных событий – переезды, работа на разных предприятиях, учеба, хобби, участие в поисках группы Дятлова. Этим летом Владимир Аскинадзе приехал в гости на дачу к своему другу Сергею Милославову. Их дружбе уже более 50 лет, а началась она с совместных походов. Вот в 1962 году мы с ним впервые пошли в поход на Саяны. С тех пор я его 14 февраля каждый год из Севастополя поздравляю с днем рождения. Инициатором походов стал Владимир Михайлович. Будучи туристом со стажем, он увлек туризмом и Сергея Сергеевича. Он не был готов, я его взял как фотографа, фанатика. Вот. Но я в мелкие походы ходил, а тут уже категорийные походы пошли. Сразу река Катунь была, она чуть ли не тогда пятерка почти была. Нет, не пятерка, это было зачетное, когда я мастера спорта получил за Катунь. А Козырь, Кизир, вот это была классика. Ну, вообще тяга к природе как-то она в крови у нас и с детства. Походы выходного дня, мы же здесь ходили все окрестности по местным краям, по местным речкам. Каждые майские праздники. Там избу строили еще в 60-м году. Было тоже такое дуновение, веяние, когда строили избу, и все туристы собирались за Ташкулем, там на горе. А потом уже более серьезные походы. Вот он меня втянул туда, сказал, хватит ходить пешком, давай, говорит, на плотах. Добраться до верховья реки или до начала маршрута, будем так говорить, можно только маленьким самолетом. А у него 10 мест. И в то же время самолетом 2 рейсами очень опасно. Мы на Кахем ходили, купили 10 билетов, а приехали, это Саяны, а приехали из Монголии наши монгольские товарищи, и 4 человека, и взяли наши места. И нам сказали, ну мы следующим рейсом вас туда довезем. Я его, 6 человек, высылаю туда и говорю, мы через 2 часа будем у вас. Через 10 дней только встретились. Начались дожди, они сидят в горах, мы сидим в цивилизации. Из рубленых бревен валили деревья, сухие кедры, вот, делали плоты, тоже учил, как делать плоты, как вязать плоты без единого гвоздя. И поэтому сразу приобретались навыки плотницкие, навыки житейские, приготовления пищи. Уходили же на целый месяц, там, где населенки нету. Вот, заходили пешком на верховьях рек, и с верховьях рек сплавлялись на этих рубленых плотах до там, где пороги, там, где вот быстрина, где очень быстро река течет. Одной из главных особенностей этого увлечения была возможность дружить с семьями. Вместе с женами они ходили в походы разной категории сложности, преодолевали препятствия и учились выживать в экстремальных ситуациях. Жены терпеливые были, да, по-моему? Да, до сих пор они терпеливы. До сих пор терпеливы. И даже у нас был ритуал, как у американских космонавтов, когда они возвращаются на Землю, им индюшку на стол. Вот у нас было то же самое, рыбный пирог. Вот его жена Рита делала нам пирог, и мы его съедали. Какие традиции удалось пронести через эти годы? Вот что сохранили? Дружба. В основном это дружба, вот вера в товарища, вера в друга. Говорю, доверяешь, не доверяешь. У нас не было этой проблемы. Мы просто шли, и мы знали, что он отдаст мне последний сухарь, а я ему отдам последний сухарь, не задумываясь. А как удалось сохранить вот такую дружбу на годы? Просто мы относились очень бережно друг к другу. Бережно, душевно. Походы были главным увлечением Владимира Михайловича. Что же касается образования, то он окончил физико-технический факультет Уральского политехнического института. И этот факт биографии тоже удивителен. Тогда, в студенческие годы, пятикурсник Вова побывал там, где при загадочных обстоятельствах погибли 9 туристов. 2 комсомолки, 8 комсомольцев, все спортсмены. В январе 1959 года 10 туристов из Уральского политеха отправляются в поход высшей категории сложности. На перекладных они добираются в предгорье Урала.
За 2 недели им предстояло пройти около 300 километров в 30-градусный мороз по безлюдной тайге и горам. Целью похода являлось восхождение на гору Атартен, которая в переводе с языка манси означает «не ходи туда». В пути один из туристов заболел и сошел с маршрута. Это спасло ему жизнь. 9 туристов во главе с руководителем Игорем Дятловым продолжили путь. 5-й курс института, 59-й год. У меня группа тоже была своя. Лыжный зимний поход. На лыжах мы пришли. Ну и сразу же пошел разговор, что группа Дятлова задерживается. Сначала группа Дятлова просто пропала. Не вышла к конечной точке похода. И ни у кого не было и ни малейших опасений, что дятловцы не вернутся. Потому что это были очень сильные. Я одну Зину Колмогорову хорошо знал. Мы с ней в одном общежитии жили. Она меня и втянула в туризм. Кстати, вот на мне шапочка. Это Зины Колмогоровой, та, которая погибла. А она мне в одном из походов за 3 месяца до гибели, вот она мне эту шапочку подарила. И я потом уже и здесь, на Саянах, я ее брал как талисман. А потом меня в одном из порогов в потоке смыло. Вот. А здесь по дням считали. Ага, вот Дятлову осталось 2 дня продуктов. Вот у Дятлова кончились продукты. Вот и все. И так вроде бы вот вернется. Вот, ну еще немножечко где-то там застопорил на лыжи все-таки. Ну, сломал кто-то лыжи. Ну, пешком идут по пояс в снегу. То есть, вот. Занервничали родственники. Сестра Дятлова прибежала в наш правком и говорит: давайте искать группу. А оказывается, и маршрутной книжки-то не было. То есть никто не знал, а где, какой у них маршрут. Поэтому знали только начало и конец. И забросили 3 группы. Одну в начало, и они должны были по лыжне идти. Другую в конец, и они должны обратно идти. И 3-ю в середину. А в середину, прежде чем забросить, был облет. На самолете, на вертолете. И увидели палатку. Эта фотография облетела весь мир и стала мрачным символом трагедии группы Дятлова. Палатка оказалась совершенно пустой. Более того, ее явно разрезали изнутри. А в 1,5 километрах ниже по склону нашли тех, кто так спешно из нее выбирался. Все 9 туристов были мертвы. И сразу стало понятно, они погибли страшной и странной смертью. Кто-то просто замерз, другие были чудовищно травмированы. Переломанные ребра, отсутствующий язык, выдавленные яблоки костные. Но кто мог так страшно искалечить ребят? И почему не покинули палатку босиком и без верхней одежды? Было выдвинуто несколько версий, однако для каждой из них находилась 1-2 детали, опровергающие догадку. Сначала дело засекретили, а вскоре и закрыли с формулировкой: студентов погубила неведомая сила, преодолеть которую они были не в состоянии. И вот уже 54 года энтузиасты, исследователи и родственники погибших пытаются понять, что же произошло в ту страшную ночь. Очевидцев событий, конечно, не было, однако есть те, кто принимал участие в поисках группы Дятлова, те, кто мог оценить все непосредственно на месте трагедии. В мае месяце мы нашли последних 4, потому что первых 5, 9 человек их было. Первых 5 нашли практически тут же, плюс-минус там неделя. Вот. И потом очень большой перерыв был. Начали искать. Вот они погибли по их дневникам 2 февраля, а в конце только февраля запустили поиски. А потом, когда ничего не нашли, уже подключилась советская власть. Подключился обком партии, подключились военные или подключили военных из Ивдрилага, охрану солдатиков. Забросили туда. А нас 27 апреля нас туда забросили, мою группу. А сколько всего было этих групп? Много за это время? Да, значит, по группам сложно, потому что вот в одно время было 3 группы. А так, если смотреть периоды, то моя группа была 6-я. Но не 6-я по счету. Там где-то, может быть, во 2-м десятке или в конце 1-го десятка. Вот. Но 6-я смена. А сколько человек было в этой группе? Нас было 5 человек. Студентов, потом 5 человек было солдат из Ивделага и обслуга. Был радист, был погонщик собак, кинолог. Был еще кто-то, я так до сих пор не знаю.
кто-то он помогал, со щупом ходил вместе с нами, но откуда и куда, то есть он и не солдат, ну все в гражданке были, только солдаты были в форме, но без погон. Вот. Вы ведь отправлялись уже после нескольких групп, уже с какими мыслями? Вот уже знали какую-то ведь информацию? Да. Какими мыслями шли вы? Вот, с очень плохими мыслями шли мы, потому что если первые группы, это были добровольцы, и упрашивали, пустите нас на поиски, мы там сейчас перероем все и найдем, то меня вызывали в партком и говорили, надо идти. Ну, а главное, мы были убеждены, что едем бесполезно. Вот все группы, которые до нас там были, все бесполезно, потому что снег там в низинах был глубже 3 метров. 2-метровые зонды не доходили до тверди земли. И нас забросили туда. Вот кое-как я набрал 5 человек. Мне, правда, сказали девчонок не брать, хотя их было желающих больше. Вот, чем парней. Но и причина была та же самая. Вот сессия начнется. Но те, которые были 2-3 курс, это не так опасно. Было у нас 2 следопыта Куриковых, Манси. Один Степан старший и его брат. Степан, оказывается, еще не только был лучшим охотником округа, но был еще шаманом. Но я это много позднее узнал, что он еще и шаман. И вот он-то обнаружил признаки не сам настил, а признаки на настил. Маленькие веточки так вот шли туда, и мы и по ним разгребали и докопались до настила с вещами. А потом в 3-4 метрах ниже настила в ручье уже нашли 4 трупа. Я зондом проходил и попал дубининой в шею. Повернул, выдергивая там кусок мяса. Вот. И тут же раскопали. Ага, вот первый труп. Чуть-чуть раскопали, ага, вот 3 головы. Но мы их не тронули 4 мая. Артюков, наш полковник, самый главный руководитель, сказал, завтра прилетят, тут же радиограмма, что нашли. Переполошили всех, и в Свердловске выявили, что наконец-то нашли. И тут же все начальство прибыло, кроме самого высокого. То есть секретаря обкомов не было. Но были следователи, были судмедэксперт тут же был, были из Ивдаля следователи, вот, начальство Ивдаль-Лага было, ну и летчики вертолета были. Вот мы при них доставали уже 5 мая. Вот прошло уже довольно много времени. Как вы думаете, с чем связано вот то, что в ближайший вот этот год-два такой большой ажиотаж поднялся к этой теме? И фильмы снимают, и программы снимают. С чем связано, на ваш взгляд, это? Все-таки ведь не юбилейная какая-то дата. Да. Предполагаю. Значит, по неизвестным для меня причинам, потому что я читал все протоколы уголовного дела, но тем не менее в 1959 году засекретили все документы. Ничего не было открыто. А некоторые протоколы вот по радиации одежды вообще был совсекретно. Вот. И пока уголовное дело было секретное, вроде бы немножечко улеглось. Было новое поколение, уже интерес другой. И так как любая боль, она в конце концов уходит. Или, во всяком случае, не так болит, как в первые моменты. А потом рассекретили это дело. Рассекретили. Некая Аня Матвеева, писательница, впервые опубликовала все эти документы. И вот с этого-то пошел интерес. Сначала те, которые участвовали, которые интересовались, то есть где-то глубоко под водой была турбулентность. А потом расширять стали ведь эти поисковики, а это те, которые, как я, искали их, и появилась масса вопросов. А когда прочитали уголовное дело, там вообще сплошные вопросы были. Вот, потому что так и по свежим следам
Иванов, следователь, так и не понял, почему они выскочили из палатки раздетыми. Судмедэксперт, исследуя трупы, так и не написал причины травм. Вот. И так далее. То есть там не только это, там была масса вопросов и нестыковок. Вот. Дальше ведь в 1959 году думали, что к этому причастны Манси, якобы там гора священная и так далее. На этом много потеряли времени. Оказалось, что Манси ни при чем. Вот. А дальше Иванов пишет в заключении, что стихийное бедствие, преодолеть которое они были не в состоянии. И все. И вот хочешь верь, хочешь не верь. Ну, а мы не верили. Какой версии вы придерживались в то время вот с ребятами? Думали Меня ли... частенько об этом спрашивают. Когда у Ньютона спросили, он открыл закон всемирного тяготения, у него спросили, какова природа сил. Он говорит, гипотез не измышляю. И я то же самое. Не знаю. Не знаю. Я сам... мастер спорта, это мало того, я сам был и в критической, правда, не смертельные критические ситуации и так далее, заставить выскочить зимой без обуви. Некоторые хорошо были одеты. Вот Колмогорова Зина, сам Дятлов были хорошо одеты, но они были босиком, в носках. На верную смерть это нужно... Такое страшное явление. Раз, и второе, оно должно быть длительным. Там вот некоторые авторы, такие как Женя Буянов, говорят, была лавина. Но лавина это краткосрочная. Вот она прошла 5 минут и кончилась. Вы думаете, был человеческий фактор? Вы знаете, очень много говорит за то, что без этого не обошлось. Но дополнительных следов нет. Вот есть их следы, и все. Вопрос, а как, на чем? Есть авторы этого криминала, и большинство сходится к тому, что криминал, потому что необъяснимо, как у Дубининой сломано 10 ребер. 10 ребер, 6 с одной стороны и 4 с другой стороны. Из 12, 2 ребра только. Некоторые придерживаются версии, что пытали их. Ведь все должно иметь причины. Пытали, это значит какую-то информацию. Это пацаны, которые никакой информации не несли, такую, чтобы за которой их надо было пытать. Вот. Если спрятать их, что они нечаянно обладают какой-то государственной тайной, у нас умели прятать в то время. Вот по почтовым ящикам их растащили, отняли бы пропуска. И все, и сидели за колючей проволокой 100 лет, если это надо спрятать. Или мучили подписками. Что берут 2-3 подписки, что иначе посадим так, что и сама не будешь знать где. То есть у власти была сила, чтобы не убивать. То есть, с другой стороны, травмы, как говорится, налицо. Ну и, конечно, большое сомнение не в добросовестности, а в правдивости документов и следователя Иванова, и Возрожденного. То есть было давление. Было давление, что ты особенно глубоко-то не копай. Не дописать чего-то, да? Да, я когда уезжал на поиски, мне в парткоме, подписку с меня не брали, но мне в парткоме сказали, ты в общих-то чертах все рассказывай, а если какие-то детали там ущучишь, то и предупреди своих. Я своих и предупредил, что, ребята, вот так и так. Ну, все воспитанные были на секретности. Физтех – это вообще секретный факультет был. Тогда понимали это и воспринимали это как естественное. Ну не трепать, подписку, не трепаться, так и будем. Нас же воспитывали на песнях Пахмутовой «Была бы страна родная, и нету других забот». Так и мы и жили. Но сейчас, когда вы видите эти все программы, сюжеты, фильмы, которые сняты, как относитесь к ним? Отрицательно. Я посмотрел передачу Малахова. Это шоу. И, с одной стороны, вроде бы и к нему и серьезно, деньги зарабатывает мужик и зарабатывает. Когда он начал там смаковать проблему любви, Зинку я знаю. Не было всего этого. Во всяком случае, это не было причиной
причиной гибели. Там, что, мол, поссорились один с другим, а другой с одним. Ерунда все это. Но это в стиле Малахова. Поэтому говорить о том, что как отношусь, как к шоу, как к развлекаловке, как к цирку. Вот. Третья передача мне более-менее понравилась, когда за круглым столом уже собрались. И вот там уже современный судмедэксперт, я как-то не уловил его фамилию, сказал, что медицинская экспертиза возрожденного того времени была неряшливой. Вот такое вот слово круглое, неряшливой. Ну, а чтобы она была ряшливой, надо эксгумацию, что ли, и так далее. Вот, потому что без объяснения причин травм ни одна версия не работает. Ни одна версия не работает. Фильм смотрели, который выходил в кинотеатрах? Да, в дисках вот лежат. Я говорю, я 2 дня назад получил вообще новый фильм. Насочиняли, да? В основном каждый кулик свое болото хвалит. Если он имеет какую-то там версию и нашел изюминку, то уж, простите, мне хочет выпендриться. И вот есть возможность фильм. Вот была версия Согрина. И он отказался. Ну и хорошо. Вначале была информация одна. Он говорил, что вот так-то вижу эту ситуацию. Теперь появилась новая информация. Он говорит, да, это было ошибочно. Извините меня, ребята. Вот так же, как и у меня. Как можно было сломать 10 ребер у Людмилы? Моя версия то, что ее просто 3-метровый мокрый снег раздавил. Раздавил мокрый снег. Тем более, когда я увидел по телевизору, по Discovery, когда нашли в Альпах вот этот 5000-летний труп, 5000 лет, он просто был сплюснутый, и все. Прямо его показывают там. Потом его заморозили, где-то изучают. Вот. И здесь то же самое. Сплющило, потому что она лежала грудью на камне. Вот. И сверху это, если мокрый снег, то это плотность практически единица, значит 3,5 тонны на нее давило. Глаза и язык там вообще необъяснимый факт получается. Нет, глаза объяснимы, они в потоке лежали, и просто вымыло. Вот. А язык необъяснимо. Язык необъяснимо. Потому что в актах нет ничего. Там говорят, что вроде бы вырезали. Зачем? Для экспертизы зачем тебе язык? Отрежь кусочек, если тебе нужен. То есть много необъяснимого, и в то время это можно было докопать. Иванов, либо ему сказали, что ты не копай, потому что ты можешь так докопать и до Хрущева. Вот на этом и остановись. Нас это удовлетворяет. И засекретили. Как, на ваш взгляд, вот с течением времени сейчас это все обсуждается открыто, да, какие-то версии выдвигаются. Найдется какое-то оптимальное, такое правдивое что-то? Какая-то версия правдивая? Вы знаете, у меня мнение, я готов отказаться от этого мнения. Это просто так. Когда рассекречивали это уголовное дело, кто-то по нему погулял. И изъяли страницы, без которых пазл не сходится. Вот и все. Поэтому там копошаться. У меня переписка обширная. Я с врачами, со светилами переписывался. Но одни и те же вопросы. 5 светилам и 5 разных ответов. И все упирается в то, какой характер излома ребер. Либо это без осколков, тогда это статика, тогда это раздавило. Если это с осколками, тогда это динамика. Тогда на Дубинину наехал паровоз, чтобы сломать 10 ребер. А где там паровоз? Вот. То есть нам надо посмотреть на живые ребра. Это эксгумация. А чтобы начать эксгумацию, нужно решение очень высокого начальства. Вот. А без этого ничего не будет. Без этого надо уже кончать. Я вот сегодня написал письмо, что надо кончать жевать причины, почему они палатку покинули. Надо сейчас сосредоточить все свои силы, откуда причина этих травм. Вот в чем причина, как. Вот этим медицинским светилом-то я и задавал вопрос. Самое невероятное. В кустах пресс стоял, к примеру, бы. Там, или еще перечислите мне все, что это. И говорю, там
разные ответы, но все сходится к одному. Скажи, каков характер излома? Говорят, у них пропали там несколько фотоаппаратов. Правда было, да? Это? Не пропали. Фотоаппараты вернули родственникам, а пленки были не полные. Вот он знает. 36 кадров у пленки. И вдруг возвращается пленка, где всего 17 кадров. Где остальные? Да, где остальные? Вот сейчас вроде бы ищут, а вроде бы не ищут. Вот. И таких несколько пленок, вроде бы укороченные. Их сложить нельзя, тогда будет больше 36. Вот еще одна загадка. Вас вообще вот эта ситуация, как вы к ней сейчас относитесь? Задают часто вам эти вопросы? Вот расспрашивают наверняка. Устали уже? Нет, не устал. Не устал, потому что я одной интервьюировала меня женщина из Испании. Ну, русская, бывшая, да, не бывшая, у нее родители в Петербурге. Ну, вот она нашла меня, я 40 лет молчал. Пока я был в Севастополе, меня никто не трогал. Я так и думал, что я унесу эту информацию с собой. Вот. И когда она опубликовала интервью, очень много вопросов, большая обширная переписка. Даже есть корреспондент, живущая в Сайгоне, во Вьетнаме. Вот врач. Я и вот этой испанке сказал, что мы последний из могикан. Вынимайте из нас все, что мы имеем, потому что без нас трое осталось. Вот 3 живых свидетелей. Вот это. Поисковиков много. Нас там, когда мы кончили поиски, мы собрались в студенческой столовой, было около 100 человек. Участников. А вот такие вот, которые живьем видели, вот это, может быть, не 3. Это только я встретился с 3. А те, которые молчали, как я 40 лет молчал, просто меня никто не трогал, может быть, побольше. Переписка обширная. Вот, много задают вопросов. Много повторений. Им тогда говоришь, почитай вот этот материал, почитай. Вот когда что-то не ясно, я тебе отвечу. В любом случае, спасибо вам за терпение, за то, что отвечаете, всегда идете на контакт, потому что для нашего поколения эта тема все равно остается. Всегда загадка, она всегда будет во все времена, пока она не разгадается, она всегда будет интересна. Да даже если когда разгадается, она будет интересна, потому что это уникальный случай. Еще она чем уникален-то? В феврале месяце, погибла группа, и что? Почему власть заинтересовалась этим? Потому что в августе месяце того же года, через полгода, погибла другая группа, о которой никто не знает, кроме тех, кто знаком лично. И так она и ушла в историю молча. А вот это взбудоражило, и 55 лет будоражит. Значит, есть фактор, который по-другому засекретили. А когда засекретили, оно же интересно, еще в 100 раз интереснее. Запретный плод всегда слаще. После столь интересного факта из биографии нашу беседу мы продолжили разговором о дальнейшей деятельности. Как выяснилось, путь был непростым, но всегда вера в лучшее помогала сделать правильный выбор на дороге судьбы. Оканчивая вуз, Владимир Аскинадзе попал в Снежинск, где проходил дипломную практику. Потом окончил аспирантуру, на градообразующем предприятии проработал в итоге 13 лет, после чего по семейным обстоятельствам был вынужден уехать из города в Крым. Вынужден был уехать туда, хотя и переводом министерства. То есть договорились, и меня там и встретили, я сразу начальником лаборатории там стал. А дальше карьера была уже по синусоиде. То есть я и взлетал, и падал, и снова взлетал, и снова падал. 8 лет я был зам главного инженера завода, 12 тысяч завод. Получил обширный инфаркт в своем кабинете. Стал ведущим конструктором. Потом недолго я был главным конструктором СКБ, специальное конструкторское бюро. Приехал космонавт Аксенов, закрыл мне все темы. Надо было семью кормить. Заводы падали, рушился весь Севастополь, там же было много. Да и практически весь он на Красной Армии работал, на флот. 3 месяца, будучи безработным, я устроился слесарем КИПа на котельную. 5-го разряда, зарплата была такая, что с голоду умереть нельзя было.
А у нас там, поскольку это котельная, были свои сауны, прекрасные сауны. И вот жена со своими подругами, жена машиниста, часто приходила. Она в университете преподавала. И в один прекрасный момент, когда уже наш этот котельная рушилась, вот она говорит: Владимир Михайлович, переходи к нам в университет. И вот так вот я случайно оказался в университете. Как назывался университет? Значит, я в двух был. Первый был приборостроительный университет национальный, а потом я перешел в университет ядерной энергии и промышленности, так он назывался. Это на базе высшего военного училища, который готовил комсостав для подводных лодок атомных. Я никогда не читал лекции по бумажкам. Чтобы прочитать курс в 2 часа, нужно материала знать на 4 часа. Только тогда будет интересно, и все. А в общем-то нравилось с детьми работать. Особенно, когда сессия. А что нужно было, чтобы получить отлично? Я ни одной пятерки не поставил. Ни одной. Вот. Я мало двоек ставил, но пятерки ни одной. Сколько лет преподавали? Ну, в общей сложности 18. На вопрос, не скучно ли на пенсии, они с улыбкой отвечают. Когда отвечают, что хорошо на пенсии, не верьте им. На пенсии очень хорошо. Непростая, но очень интересная дорога судьбы оказалась у нашего героя. Теперь впереди много свободного времени, желание общаться и радовать искренней улыбкой всех родных и собеседников. Надеемся, что эта история заинтересовала и вас. Присоединяйтесь к нам, расскажите о своей дороге судьбы. Звоните по телефону 300 89. Нам интересны все истории снежинцев.